Всем привет! Меня зовут Александр Лебедев, и в сегодняшнем видео мы разберем такое устройство, как энкодер в электродвигателях. Мы напишем программу, которая будет обрабатывать энкодер, вычислим скорость вращения электродвигателя и поговорим о том, где можно применять эти данные. Все мы видели вот такие мотор-редукторы. Они дешевые, простые, применяются во всех простых моделях колесных роботов. Каждый, наверное, сталкивался. И все бы ничего, но мы не можем вычислить скорость, с которой они вращаются. Да, конечно, мы можем вывести зависимость между напряжением, подаваемым на электродвигатель, и скоростью вращения. Но это сразу же перестанет работать, как только мы будем подавать нагрузку на вал электродвигателя. Вот именно поэтому нам нужно какое-то стороннее устройство, которое будет фиксировать и передавать в контроллер количество оборотов. И такое устройство есть. Оно называется энкодер. Энкодеры бывают двух типов. Первый инкрементальный, а второй абсолютный. Абсолютный энкодер – это датчик положения, подсчитывающий число уникальных цифровых кодов за единицу вращения диска для измерения основных кинематических параметров работы электропривода, скорости и положения вала. Абсолютный энкодер состоит из следующих основных узлов: вал энкодера, инкрементальный диск с метками, источник света с электронной платой, приемный инфракрасный фотодатчик, оптико-механический блок с шестернями, электронная плата с процессорами обработки сигналов и преобразователями цифрового интерфейса. Вся поверхность диска абсолютного энкодера разделена на определенное количество секторов. Каждому сектору на диске абсолютного энкодера присвоено определенное значение – цифровой код. При вращении вала абсолютный энкодер считывает данные сектора, формируя определенный индивидуальный код. Данный код формирует индивидуальные последовательности меток или ризок, нанесенные на диски энкодера. Считывание сигналов происходит при помощи фотоэлемента приемной матрицы, имеющей множество фотодатчиков. В силу данной особенности у абсолютного энкодера всегда можно определить, на какой угол относительно нулевого сектора повернуть диск энкодера. Если вал абсолютного энкодера вращать в другую сторону, то он начнет формировать значения в обратной последовательности. Таким образом, можно определить направление вращения вала энкодера. Но мы с вами сегодня поработаем с инкрементальным энкодером, и он устроен гораздо проще. Такие энкодеры применяются в электродвигателях в качестве обратной связи, для того, чтобы можно было определить направление вращения мотора и скорость вращения. Тот энкодер, который мы сегодня будем рассматривать, за основу использует магнитный элемент и два датчика Холла. Обычно такие модули соединены с мотором и сразу имеют ряд контактов для питания электродвигателя, питания энкодера и два сигнала с каждого датчика Холла. Обычно на печатной плате энкодера нанесена шелкография, которая подсказывает, какой контакт за что отвечает. Если такого нет, то стоит посмотреть документацию к вашей модели. На той модели мотор-редуктора, который есть у меня, к счастью, нанесены обозначения. Давайте посмотрим, что там есть. М1 и М2 контакты для подключения питания электродвигателя, GND 3,3 вольта контакты для подключения питания энкодера, C1, C2 контакты, с которых снимаются сигналы энкодеров. И вот сейчас нужно сделать одну очень важную оговорку, о которой все новички обычно забывают. Если мы включим электродвигатель, подключим питание к энкодерам и просто будем снимать сигнал с энкодеров и посмотрим его на осциллографе, то мы увидим примерно вот такой. Зачастую амплитуда такого сигнала не превышает и 1 вольта, и нам этого не хватит для того, чтобы произвести обработку этих данных. И вот здесь нам помогут подтягивающие резисторы. Существует два типа подтягивающих резисторов. Это подтягивающий резистор к положительной линии, он же еще обозначается как pull-up, и подтягивающий резистор к земле, то есть к GND, и он обозначается как pull-down. К примеру, у нас есть Arduino, и мы подключаем кнопку к одному из его контактов. Если не использовать подтягивающий резистор, то состояние на входе контакта называется неопределенным. Оно может быть как 0, так и 1. Могут наводиться шумы, что негативно скажется на работе нашего проекта. Поэтому нужно применить подтягивающие резисторы. Мы можем использовать вот такую схему подключения. И тогда при не нажатой кнопке на входе контроллера будет состояние логического нуля, и никакие шумы нам не помешают. Пользуясь вот этой схемой подключения, у нас при не нажатой кнопке будет состояние логической единицы. Закрепили наши знания.
И теперь применим их конкретно к нашему случаю. У нас есть две линии C1 и C2, и к ним мы должны подключить подтягивающие резисторы по схеме Pull-Up. Теперь, после того, как мы подключим питание двигателя, питание энкодера и начнем снимать сигналы с C1 и C2, мы получим примерно вот такие сигналы. Так как у нас две сигнальные линии, то сигналов у нас будет два, но начальные фазы у них будут смещены на 90 градусов. Это получается потому, что датчики холла расположены по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Зачем это нужно, спросите вы? А все просто. С помощью такого смещения можно определять истинное направление вращения вала двигателя. Длина импульса зависит от того, с какой скоростью вращается мотор. Так, если у нас будет увеличиваться скорость вращения, то длина импульса у нас будет становиться меньше. Так что же мы можем получить, используя эти данные? В сети обычно валяются программы, которые используют энкодер в качестве счетчика импульсов. То есть мы будем знать количество наших оборотов. Но в сегодняшнем видео мы напишем программу, которая определяет нам скорость вращения выходного вала. Вот и все. Теперь мы с теорией закончили и погнали реализовывать проект на Arduino. Особых объяснений делать я не вижу смысла. Программа максимально простая, все работает с помощью функции Pulse-In, в которой нужно указать пин, на который приходит сигнал, а также что именно считывать – длительность положительного импульса или нуля. Далее обрабатываем этот сигнал и преобразуем его в количество оборотов на выходном валу. Затем просто вводим значение в порт, чтобы проверить его, загрузим проект и запустим монитор порта. Мы видим, что на старте у нас 0, так как двигатель не вращается. Включаем двигатель и видим, как в самом начале у нас большая длительность импульсов и маленькое значение количества оборотов. А есть ли погрешность вычислений, спросите вы? Конечно, есть. Но кто ее будет считать? Лично мне не нужно считать эту погрешность. Лично мне для того, чтобы делать более крутых роботов, уже вот этих данных, я думаю, будет достаточно. Если делать какой-то мега крутой проект с высокими точностями, скорее всего придется делать то же самое, но на STM-ке 32 или еще на чем-нибудь, что считается более точным, чем Arduino. Во всех дальнейших проектах, если надо будет вычислять скорость вращения, а ее надо будет вычислять, по-любому будем применять вот эти знания. А в каких именно проектах? Смотрите дальнейшее видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить палец вверх этому видео. Спасибо за просмотр. Пока.